А в этом ролике я расскажу, что произошло 1 сентября 2022 года с Discord ботами. Сразу скажу, что если у вас есть на сервере крупный бот, то не беспокойтесь, с ним ничего не случится. В этом ролике я хочу рассказать о том, как Discord решили за год раз и навсегда изменить как структуру ботов, так и пользовательский опыт от них. У нас есть новости для разработчиков приложения Discord. Прошлым летом мы опубликовали громкое заявление о том, что с 1 сентября 2022 года содержимое сообщений станет особенным намерением. Одним прекрасным днем Discord сказал разработчикам, что они не смогут получать содержимое сообщений, кроме тех ботов, которые доказали надобность доступа к ним. То есть бот не сможет читать сообщения и перестанет реагировать на префиксы и текстовые команды. Я напомню, с момента запуска самого первого бота в Discord все боты работали по одному и тому же принципу. Бот читает все сообщения, и если видит свой префикс, то как-либо реагирует на сообщение. А тут Discord решил изменить весь принцип взаимодействия между ботом и пользователем, который уже привык писать команды в чат. Разумеется, все разработчики ботов были недовольны, ведь к моменту самого первого заявления об запрете получения содержимого сообщений Discord не предоставил и даже не анонсировал альтернативы. Чувствуете, как с каждым годом разработчикам ботов все тяжелее использовать старые методы? Раньше верификации не было. Спасибо, что 24 мая пользователям и разработчикам объяснили, что происходит с ботами в Discord. Добро пожаловать в новую эру приложений Discord. Для проверенных приложений слэш-команда является новым стандартом взаимодействия с пользователем. Чего, блять? Да, Discord навязал всем ботам новый стандарт взаимодействия /commons, который даже сейчас работают через раз. Что же нам дали? Кнопки, менюшки, команды во всех щелях, невидимые сообщения. И данные обновления действительно классные. Больше функциональности, возможностей, проще управления. Даже адаптацию на разные платформы и локализацию ботов подвезли. Но поймите, одно дело, когда добавляют новые возможности, которые в связке со старыми могут дать фантастическое комбо, а другое, когда убирают основной способ взаимодействия и в противовес дают совершенно другой, инородный. Кто же мог в далеком 2018 году подумать, что тебе придется настраивать разрешение на выполнение команд публичного бота в настройках Discord? Конечно же, не стоит забывать и про хорошие стороны нововведений. Все же мы понимаем, что Discord не стал бы просто так стучать банхаммером по тексту сообщений обычных пользователей. Скандал начался после того, как кое-кто решил запустить больше 10 тысяч селф и обычных ботов на публичные сервера. Они не были крашерами или тому подобные, но они собирали все сообщения от тех пользователей, а потом давали доступ просмотреть все сообщения от пользователей на своем сайте. Но после этого сначала запретили селф-ботов, а сейчас начали бить и по ботам. Теперь, благодаря слэш-командам, у разработчиков ботов будет меньше причин использовать текста сообщений, а значит, в принципе, им их получать и не нужно. Поэтому, чтобы продолжить получать содержимое сообщений боту, разработчикам нужно доказать, зачем это надо и почему других вариантов нет. Да и блин, я думаю, никто не будет спорить, что в плане UI боты сильно прокачались. Теперь есть кнопки, списки, модальные окна и так далее. Пользователю станет проще взаимодействовать с ботом. Не сразу, но со временем. Тем более, нам же Discord обещал упростить пользователям жизнь. В течение этого переходного периода мы будем активно рассказывать пользователям о слэш-командах с помощью рекламных материалов, указателей и подсказок в приложении. Правда, пока что, кроме надоедливых баннеров и пуш-уведомлений, ничего нет. Давайте подытожим. Discord решительно настроен изменить мир Discord-ботов на непривычный как пользователю, так и разработчику. Зато мы получили бонусы к защите данных рядовых пользователей приложения, а также упрощенные способы взаимодействия с ботами. Вот только есть один нюанс. В этом ролике мы обсудили будущее тех ботов, которые либо крупные, либо постоянно поддерживаются разработчиками. Но вспомните, что есть тонна ботов, которые сделаны на телефонных конструкторах LBDD TFB 3000. Или же боты сделаны на заказ. Именно об этом я имел в виду, когда писал название ролика. Про смерть как раз таки этих Discord ботов, которыми тоже пользуются. У нас нет информации, сколько ботов отключилось 1 сентября, но мы точно знаем, что время ответа серверов Discord снизилось с 124 миллисекунд до 80. Поэтому предполагается, что около 27% всех ботов в тот момент отключилось.
Спасибо тебе, что посмотрел этот ролик до конца. Поставь лайк и подпишись на канал. Представь себе, больше 80% зрителей смотрят мои ролики без подписки. Также буду очень признателен, если ты оставишь свой комментарий под роликом. До новых встреч! I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb.